Вот уже 4-й год. Наблюдая за российским диктатором и тем, что он творит, политики, историки, журналисты, да и просто люди, которые знают и помнят историю, все чаще проводят прямую параллель между Путиным и Гитлером. Между фашистской Германией и путинской Россией. Та же классическая диктатура. С тем же сценарием. С той же идеологией. И, похоже, с тем же финалом. Просто сегодня она говорит по-русски, а не по-немецки. История действительно повторяется, только в новом обличии и с новыми технологиями. Но в нашей сегодняшней программе мы будем говорить не о политике, не об обществе, не о фашизме. Это мы обсудим с вами в нашем следующем выпуске, накануне 9 мая. Сегодня же мы посмотрим глубже, попытаемся понять психологию диктатора. Мы изучим психологические портреты Гитлера и Путина и постараемся понять, какие личные страхи, комплексы и психопатологии делают человека тираном. Приветствую всех! Вы смотрите канал Диагноз Путин, и с вами я, Сергей Антонов. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Это помогает нам расти и развиваться. Также, если у вас есть желание и возможность поддержать наш проект финансово, в описании вы найдете ссылку на нашу страницу на Патреоне. Диктаторы не рождаются на вершине власти. Они приходят туда из глубокой личной травмы, из чувства собственной ничтожности. И Гитлер, и Путин – классические примеры людей, выросших в атмосфере унижения, страха и внутренней обиды на весь мир. Гитлер рос в бедности, под гнетом деспотичного отца, который избивал его и подавлял любое проявление воли. Проваленная мечта стать художником, жизнь на грани нищеты, отчуждение, одиночество и зависть к успешным. Он с детства впитал модель власти как насилие, где побеждает только тот, кто сильнее и жестче. Путин – это уже другая эпоха, другая страна. Но та же психология. Сначала грузинское детство, потом ленинградские подворотни. Во дворе постоянная борьба за выживание среди уличной шпаны, унижение, насилие и буллинг. Дома, в семье – культ войны, культ силы, отсутствие любви. Опять насилие плюс еще безразличие. Это было детство без защищенности, где слабость – постоянный триггер, о котором невозможно забыть и от которого невозможно никуда убежать. Именно там формируется главный комплекс будущего диктатора. Мир – это угроза. Все вокруг – враги. Нужно быть жестоким, чтобы тебя опять не унизили, чтобы тебя окончательно не уничтожили. Проявили слабость, а слабых бьют. Одни хотят оторвать от нас кусок пожирнее, другие им помогают. Гитлер и Путин с юности не знали, что такое внутренняя опора. Они искали не свободы, они искали власти, как способа компенсировать собственную ничтожность. Комплекс неполноценности стал фундаментом их мировоззрения. Неуверенность в себе – источником агрессии. Желание доказать всему миру, что они не просто кто-то, а избранные, великие, те, кто вправе судить и казнить. Это не просто психологический штрих. Это ключ к пониманию всей их жизни. Когда человек с такими детскими травмами получает власть, он мстит. Не конкретным обидчикам из прошлого, он мстит всему миру. И чем больше у него власти, тем масштабнее эта месть. Когда человек с внутренней пустотой и комплексами получает шанс подняться выше, он не просто цепляется за власть. Он начинает верить, что его ведет сам Бог, что все его страдания – это знак избранности, что он не просто так пробился наверх. И Гитлер, и Путин рано или поздно пришли к мысли, что они необычные лидеры, они носители особой миссии. Гитлер считал себя посланником судьбы. Он говорил о великом предназначении, о том, что именно он должен вернуть Германии величие и построить новый мировой порядок.
Он не был прагматиком, он был фанатиком, уверенным в том, что действует по воле истории или даже провидения. Каждое его выступление – это не политическая речь. Это проповедь человека, который уверен, он выше закона, выше морали, выше человеческой жизни. Путин в первые годы своего президентства долго играл роль технического президента, ставленника семьи. Но чем дальше он держался у власти, тем сильнее в нем росло осознание своей силы и власти. А вслед за этим осознанием бурным цветом начала цвести мания величия. Из скромного исполнителя, управленца, поставленного на хозяйство, этот серенький, маленького роста, плешивый человек без всякой харизмы очень быстро превратился в национального лидера, спасителя нации, собирателя земель и единственного, кто знает, как управлять Россией, каким путем должна идти страна. Уже давно Путин говорит о себе как об исторической фигуре. Он уверен, что его место в учебниках, рядом с Петром I и Екатериной II. Но для того, чтобы достичь этого, он не прорубает новое окно в Европу, он не создает что-то новое, прогрессивное и передовое. Он убивает и разрушает. Мы сражаемся за Родину. И сделаем все, и я знаю, что вы, те, кто рядом с вами, мы все сделаем все для того, чтобы передать будущим поколениям, нашим детям, нашим внукам. Вот так сложилась судьба, так Господу было угодно, можно сказать. На наши плечи с вами была такая сложная, но почетная миссия – защитить Россию. Это типичный симптом диктатора с манией величия. В его сознании больше нет грани между личным и государственным. Он – это и есть государство. Его воля – это и есть закон. Его амбиции – это судьба десятков миллионов людей. Именно так рождаются самые страшные войны. Не из прагматического расчета, а из ощущения собственной миссии, которая оправдывает любое насилие. Гитлер верил, что мир должен быть перекроен по его лекалам. Путин верит в то же самое, что у него есть право переписать границы, законы, правила международного порядка. И самое опасное в таких людях – это их искренняя убежденность в собственной правоте. Это не циники, это фанатики власти, которые считают себя выше человечества. Мания величия диктатора – это не просто черта характера, это смертельная ловушка для целых народов, потому что человек с таким диагнозом никогда не скажет «я ошибся». Он будет идти до конца, даже если этот конец будет в огне и руинах.